Когда этот человек появился на свадьбе, все были ошеломлены. Но когда он взял в руки микрофон, зал замер. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Ричард был бездомным мужчиной в возрасте чуть за 40. Единственное, что он помнил, это как очнулся в больнице около 5 лет назад. Он даже не знал своего настоящего имени, но персонал стал называть его Ричардом. Врачи рассказали ему, что его нашли едва живым на обочине трассы рядом с Сакраменто. Позже выяснилось, что его выбросило из автомобиля, который потерпел аварию и сгорел у подножия горного склона. Все, кто был в машине, погибли, кроме него. Ричард получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате чего развилась амнезия. Медики были уверены, что со временем память к нему вернется, но этого не происходило. Документов у него не было, и потому отследить его родных не удалось. Когда Ричард пошел на поправку, его выписали, надеясь, что он сам найдет дорогу домой. Но Ричард не знал, куда идти. В свой первый день на свободе он несколько часов просидел на автобусной остановке в центре города, не зная, что делать. Когда подошел последний автобус, он просто вошел в него и доехал до конечной остановки в маленьком прибрежном городе под названием Бэйвью. Именно там он впервые встретил Алекса, мужчину, который обратил внимание на его потерянный вид. Алекс спросил, есть ли у него где переночевать. Получив отрицательный ответ, отвел его в местный приют для бездомных. Ричард был удивлен, увидев целый небольшой лагерь палаток, и был тронут добротой и гостеприимством местных. Ему задавали много вопросов, но он не мог дать ни одного ответа. Несмотря на это, ему нашли спальное место. Постепенно он начал привыкать к жизни бездомного. Алекс показал ему, как выживать на улицах, находить еду, одежду и укрытие. Со временем Ричард начал чувствовать себя в безопасности, но внутри все еще было беспокойство. Он хотел знать, кем был до аварии. Ответа он не знал, кроме одного воспоминания — песни. Он не помнил, откуда знал ее, но когда пел ее, чувствовал покой. Эту песню он стал напевать каждый вечер, и вскоре его прозвали Ричард-певец. Однажды, пока они с Алексом искали еду возле рыночной площади, Ричард услышал, как где-то громко играла музыка. Он остановился послушать и вдруг начал подпевать. Слова будто всплыли из глубины подсознания. С тех пор он каждый день возвращался на то же место, чтобы слушать музыку и учить новые песни. Вскоре он стал исполнять их для других бездомных. Однажды один из его товарищей предложил попробовать зарабатывать пением — $1 за песню. Ричард попробовал, и у него получилось. Интуитивно он знал, как держать гитару, как играть. Он собрал достаточно денег, чтобы купить подержанную гитару. Так Ричард-певец стал местной легендой. Он сидел на тротуарах с картонкой, на которой было написано «Спою любую песню за $1». Все заработанные деньги он делил с другими из приюта. Хотя он смирился со своей новой жизнью, внутри все еще жила тоска по прошлому. Тем временем на другом конце страны пара готовилась к свадьбе. Эдвард и София откладывали свадьбу долгие годы, чтобы устроить идеальное торжество. Когда дата, наконец, была назначена, София почувствовала грусть. Ей хотелось, чтобы отец вел ее к алтарю, но его давно не было рядом. За 2 дня до свадьбы пара прилетела в Шарлотту, чтобы проследить за последними приготовлениями. Но накануне вечером они получили тревожное сообщение. Музыкальная группа, которая должна была играть на их свадьбе, не приедет из-за отмены рейса. София была опустошена. Вместо живой музыки друзья предложили включить заранее составленный плейлист. Хотя идея расстроила невесту, у нее не было выбора. Позже вечером Эдвард и его друзья отправились на мальчишник. По дороге они услышали, как кто-то поет на углу улицы.
Они подошли ближе и увидели бездомного мужчину с гитарой и красивым пронзительным голосом. Эдвард решил подойти и попросить его спеть свадебную песню. Ричард исполнил ее так трогательно, что у Эдварда возникла идея. Он предложил Ричарду спеть на их свадьбе. Тот удивился, но согласился. На следующий день водитель приехал за Ричардом. Он попытался надеть свою лучшую одежду, но она все еще была старой и изношенной. Водитель, предвидя это, купил ему новый костюм. Когда настало время первого танца, Эдвард сказал Софии, что приготовил сюрприз. Когда гость с гитарой вышел на сцену, многие озадаченно переглянулись. София смотрела на мужчину с удивлением, но стоило ему запеть, зал замер. Его голос был невероятен. София была поражена. Она обратилась к жениху с вопросом, откуда он нашел этого певца, но Эдвард лишь сказал: «Наслаждайся этим моментом, любовь моя». Когда Ричард закончил первую песню, гости начали аплодировать и просить еще. Он взял микрофон, и следующей песней стала та самая, которую он помнил еще с момента своей потери памяти. София вдруг замерла. Она прекратила танцевать и пристально посмотрела на певца. «Папа?» — спросила она. Она задала этот вопрос, потому что ее отец сочинил эту песню специально для нее, когда она была маленькой. Они часто пели ее вдвоем. Гости смотрели в замешательстве. София подошла ближе, слезы стояли у нее на глазах. Она узнала его. Она бросилась обнимать отца и расплакалась. Вслед за ней на сцену поднялись ее мать и брат. Ричард стоял ошеломленный. Но когда они обняли его, в его памяти начали всплывать знакомые лица, особенно лицо его жены. Вскоре открылась правда. Ричард был известным музыкантом и лидером популярной группы. 5 лет назад они отправились в другой штат, чтобы выступить на крупном фестивале. Они решили поехать на машине, чтобы сэкономить. Но на горной трассе произошла трагическая авария. Все решили, что никто не выжил. Ричард не мог поверить, что у него все еще есть семья. Воспоминания стали возвращаться, особенно по мере того, как он проводил время с близкими. Он также не забыл приют и друзей, которые помогли ему выжить. Ричард регулярно навещал их, привозил еду, одежду и помогал деньгами. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.